второй день, ничего не помогает, болеет. Кашель так часто мешает нормальной жизни моей дочери. Я очень боюсь, как бы она не отстала от сверстников. Ведь ей приходится пропускать столько всего интересного. Художественную школу, каток. Ну как же без общения с друзьями? Кашель – самый частый симптом респираторных заболеваний. 9 из 10 случаев острой респираторной инфекции сопровождается кашлем. Что же такое кашель? Кашель – это защитная реакция организма в виде внезапного взрывного выдоха, направленного на освобождение дыхательных путей. Первое предназначение кашля – защитное, но в ряде случаев он приобретает и патологическое значение. Скорость воздушного потока достигает 160 км в час, и его воздействие на органы дыхания, в том числе слизистых, может быть разрушительным. Длительный кашель может становиться болезненным и провоцировать бессонницу и нервные расстройства. Кашель всегда проходит несколько этапов. Сухой, влажный с мокротой, снова сухой на этапе выздоровления. И несмотря на то, что начавшийся кашель практически неизбежно будет развиваться по этому сценарию, лечить и облегчать состояние ребенка просто необходимо. Кашель значительно снижает качество жизни заболевшего. У него затрудняется дыхание, нарушается сон, появляется потливость и даже мочеиспускание. Кстати, у детей на фоне энуреза потом развиваются ОРВИ из-за периодического охлаждения. Возникают боли в грудной клетке, брюшном прессе и головные боли. Очень важно оказывать обоснованную лекарственную помощь ребенку на всех этапах развития кашля до полного выздоровления. Современные мамы знают, теперь не нужно покупать разные сиропы от сухого и влажного кашля. Студаль лаборатории Буарон помогает справиться как с сухим, так и с влажным кашлем. Детям на излечение от кашля требуется до 10 дней, но не менее 5. Кашель разный, сироп один.